Как известно, свое вторжение в Украину Путин оправдывает тем, что он якобы решил таким образом помочь людям Донбасса. Цель главная – помощь людям на Донбассе. Однако сами люди Донбасса, которым якобы помогает Путин, похоже, этой помощи совсем не рады. Напротив, они просто умоляют россиян остановиться, не разрушать их города, их дома, школы, больницы и прочую инфраструктуру. После того, что армия РФ устроила в Мариуполе, жители Донбасса просто пришли в ужас. Глядя на то, что там произошло, они теперь понимают, что цель России вовсе не помочь кому-то, а просто захватить территорию любой ценой, не считаясь ни с какими разрушениями и ни с какими потерями среди мирного населения. Вот что на самом деле сейчас думают и говорят жители подконтрольного Украине Донбасса. Вот, например, посмотрите это видеообращение жительницы города Бахмут, где недавно российская армия обстреляла школу. Это наша любимая школа. Школа номер 2. Место Бахмут. А во сколько это произошло? Вы знаете, было 7 прилетов. Вот. И хочется, конечно, спросить бы у Путина, а зачем? Он же освобождать нас, русскоязычных, сюда идет. Зачем бомбить Бахмут? Зачем? Если он человек, нормальный человек, школу разбомбить. Еще садик можно, подскажите ему, у нас рядом очень обалденный садик, 40-й. Давай туда еще стрельни. Если это вообще, это нет слов. Нет слов. Школа, зачем школу? На российском телевидении такого, конечно же, не покажут. Но именно это и есть реальный голос жителей Донбасса, который в России сейчас фактически под запретом. Да, это голос тех самых русскоязычных жителей Донбасса, которым в России якобы так сильно сочувствуют и за которых якобы так сильно переживают. А вот уже что говорят жители Лисичанска, Луганской области. Просто послушайте людей. Мы тут мирные жители, у нас ни солдат, никого нету. Нас тут нету никого. Почем они бомбят? Зачем вот они почем они бомбят? Вот почем они бьют? Нету тут никого. Квартиры разбили, дома разбили. Сидели до последнего, потому что тяжело было. Хотим мира, тишины и спокойствия. Да. И жить в Украине, понимаете? Это наша страна, как пусть было раньше. убирается, это Россия, прочь. Просто очень страшно. Спасибо большое людям, которые нас вывезли, волонтеры. Потому что мой ребенок остался жив, это самое большое счастье. Как-то не похоже, чтобы эти люди радовались приходу России и помощи от Путина. Наоборот, они ясно дают понять, что Путин лжет. Он на самом деле никому не помогает. Никто от него никакой помощи не хочет. Люди не хотят, чтобы к ним приходили и освобождали их. Только проблема в том, что людей-то никто не спрашивает. Потому что настоящая цель россиян не помочь людям Донбасса, а банально захватить территорию, даже если для этого придется ее разрушить и превратить в лунный пейзаж. Вот эту правду, эту реальную картину, в том числе реальную картину настроения на Донбассе, в России никогда не покажут. Для россиян эта тема вообще под запретом. Они полностью искажают картину. Они рассказывают, что якобы на Донбассе все только и ждут, когда Россия придет, разрушит их города, всех спасет. Там уже приготовили цветы, чтобы встречать российскую армию. Но это абсолютно не так. Как мы видим, вот эти реальные голоса Донбасса, они совсем про другое. Жители Донбасса — это украинцы. Они чувствуют себя украинцами, по крайней мере большинство. И большинство этих людей хочет жить в Украине, в своей стране, в независимой Украине. И не хочет никакой войны и никакого, в кавычках, освобождения. Вот эту правду нужно доносить. Поделитесь, пожалуйста, этим видео как можно более шире. Вот что реально сейчас происходит на Донбассе. И подписывайтесь на канал. Это тоже очень важно.